Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю роскошный, необыкновенно вкусный и очень-очень легкий и нежный торт кофейное мороженое. Торт этот готовится очень просто и очень быстро. Шоколадный корж вообще будем даже готовить без применения миксера. Торт идеально подходит для всех, кто любит вообще кофейные десерты. И по вкусу он действительно напоминает шоколадно-кофейное мороженое ручной работы. Итак, сначала приготовим очень быстрый шоколадный корж. 220 грамм муки, 40 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем и отставляем пока в сторону. Для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера, комнатной температуры, щепотку соли, каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваем. «180 грамм сахара». Бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера, просто венчиком буду замешивать. Это на тот случай, у кого нет даже вот миксера, можно приготовить. Также я добавляю туда 160 миллилитров молока. При добавлении молока сахар растворится, за это переживать не нужно. И 40 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также. Вы также можете замешивать все это миксером, если вам хочется, ручным миксером. Он неприхотливый очень, этот бисквит. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 35 минут. Все это нужно смотреть по вашей духовке. Здесь форма у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете выпекать это все в круглой форме, 24 сантиметра в диаметре. Духовку во время выпечки не открываем. Итак, приготовлю пропитку для коржа. 1 столовая ложка быстрорастворимого кофе, 100 миллилитров кипятка и 1 столовая ложка сахара. Все это быстро перемешиваю. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Можно, конечно же, и свежесваренный кофе использовать. Я показываю для всех, чтобы всем было понятно. Отставляю пока в сторону. Корж у меня испекся, я ему дала остыть до комнатной температуры. Сразу же извлекаю его из формы и срезаю с него шапочку. Низ торта у нас будет таким достаточно объемным. Шапочка мне понадобится и в последующем и для начинки, и для обсыпки торта. Итак, вот такой корж у меня получился. Шапочку делю на 2 части, она мне понадобится и для начинки, и для обсыпки. Устанавливаю его в ту же форму, где он у нас выпекался. И вот этой пропиткой нами приготовленной обильно очень поливаю весь этот корж. Корж будет нежнейший, просто тающий во рту, потому что вот эти все слои последующие, они тоже очень нежные. Вот этот шоколадный корж с обильной кофейной пропиткой, он будет именно по вкусу дополнять все остальные прослойки. Готовлю очень быстро сливочный крем. 400 мл сливок для взбивания, очень холодных сливок, 30% жирности, не ниже. 16 грамм ванильного сахара, 150 грамм сахарной пудры, 300 грамм творожно-сливочного сыра, тоже очень охлажденного из холодильника, 500 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне также, естественно, холодный. Загуститель здесь я не добавляю, потому что это элементарный самый сырный крем, который всегда получается устойчивым и без загустителя. Сейчас взбиваю до устойчивых пиков. Здесь самое главное не перевзбить этот крем, а так он получается всегда. Миксер у меня здесь маломощный, 300 Вт. То есть даже таким миксером все прекрасно получается, потому что сыра здесь много. Если вам нужен более бюджетный крем, у меня огромное количество кремов, разных, очень и шоколадных, и ванильных, недорогих, бюджетных. На моем канале в плейлисте рецепты кремов. Я сейчас этот крем делю на 3 примерно такие равные части. Итак, одну часть крема я перекладываю в отдельную миску, наливаю туда же 75 грамм растопленного темного шоколада, у меня 56% какао. Растапливала я его в микроволновке, можете на водяной бане растапливать. Перемешиваю все это просто до объединения. Ничего здесь долго не взбиваю, просто чтобы получился однородный крем. Так как я шоколад не остужала до 28 градусов Цельсия,
чтобы получился однородный крем. У меня будут такие небольшие прожилки шоколада в креме, так будет даже вкуснее, он будет немножко как бы похрустывать. Если нужен супер однородный крем, нужно остудить тогда шоколад до 28, примерно 26 градусов Цельсия. Вторую часть крема я перекладываю в кондитерский мешок, это будет у нас завершающим слоем. 1 столовая ложка растворимого кофе, туда же я добавляю буквально 1 чайную ложку кипятка. Все это перемешиваю до однородности, чтобы кофе полностью растворился. И добавляю в третью часть крема вот эту кофейную жидкость. Все перемешиваю. Еще раз хочу напомнить, что если вам покажутся небюджетными эти продукты, вы можете найти в плейлисте рецепты кремов на моем канале огромный выбор различных и шоколадных, и кофейных, и сливочных кремов без сыров и без сливок. Как вы видите, кофе не разжижил этот крем. Сейчас я половину оставшейся шапочки измельчаю буквально руками, вы можете и в измельчителе это делать, и перемешаю вот с этим кофейным кремом эту шоколадную крошку. Я так делаю часто. Вот этот слой с бисквитной крошкой, он получается необыкновенно нежным и вкусным. Она совершенно по-другому, скажем так, звучит в торте. Вот эта прослоечка. Очень советую так использовать. И таким образом у нас полностью весь бисквит уходит в торт. То есть не остается ничего. Я наполняю вот этой массой сейчас кондитерский мешок, так мне работать удобнее, так получится идеально ровные слои. Это очень просто и быстро все делается. Кто новичок, кто боится этого делать, не нужно этого бояться. Наоборот, это облегчит труд. Если у вас нет кондитерских мешков, вы всегда можете использовать просто пакеты для замораживания продуктов. Как я уже сказала, вот эта прослойка с бисквитной крошкой получается необыкновенно вкусная и нежная. И помимо этого она еще имеет очень такую плотную текстуру. Несмотря на свою нежность, она очень хорошо держит сам торт. Вот это тоже можно учесть, чтобы тортик у вас уже хорошо, прекрасно держал форму, без всякого желатина и других загустителей. Сейчас разравниваю этот слой. Идеально он разравнивается всегда металлическим шпателем, вот такой крем, чтобы он у вас не тянулся за пластиковым шпателем. Если нет у вас металлического шпателя, вы можете просто ножом это разравнивать. Но лучше всего, конечно, металлическим шпателем. Просто если мы разровняем, будет сразу смотреться очень красиво в разрезе. Теперь вот этим шоколадным кремом наполняю кондитерский мешок. Также из кондитерского мешка буду наносить. Это в разы быстрее, кому кажется, что это очень много работы, что мы будем наполнять кондитерский мешок. Ни в коем случае в разы быстрее будет и ровнее, чем если бы мы просто накладывали какие-то порции крема и потом их разравнивали. Так у вас будет уже идеально ровный продукт буквально через пару минут. Но просто нужно будет использовать здесь кондитерские мешки, либо пакеты для замораживания продуктов. Также обязательно разравниваю. Крем, как вы видите, уже очень стабильный благодаря шоколаду. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, можно ли этот торт замораживать. Можно замораживать все, что хотите, но какой будет результат у вас потом после разморозки? Все равно появятся вот эти ледяные кристаллы потом. То есть все равно мороженым этот торт после заморозки на вкус не будет. Если вы его очень хорошо охладите, он будет именно напоминать по вкусу очень вкусное, дорогое шоколадно-кофейное мороженое. Третьим выкладываю уже белый слой, то есть тот крем, который я взбивала изначально. Я его ни с чем не перемешивала, так же, как это идет во многих кофейных десертах. Всегда все это завершается либо взбитыми сливками, либо какой-то сливочной массой. Все это также разравниваю. В принципе, этому торту нужно очень мало времени на стабилизацию. Он уже благодаря такому обилию сыра в креме становится достаточно стабильным. Но сейчас я измельчаю шапочку, покрою его вот этой шоколадной крошкой бисквитной и поставлю примерно на час в холодильник. Этого будет уже достаточно. После холодильника я сразу вырезаю его из формы. Можно было бы и шапочкой этой измельченной покрывать и боковины этого торта. Я этого не делаю, чтобы слои были достаточно видны. Он прекрасно освобождается от формы, то есть никаких у него проблем с этим нету, этого торта. Украшаю просто вот такими шоколадными кофейными зернами. Нарезается он как масло. То есть настолько он нежнейший, этот торт, и нарезается на идеальные порционные пирожные. Здесь, несмотря на обилие кремов, он становится очень стабильным благодаря вот этой рецептуре. Торт вкуснейший и нежнейший получается.
Вот так он прекрасно надламывается вилкой, все слои прослеживаются, он не превращается в кашу. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.